вами о том, когда начинать. И пришли к выводу, что начинать необходимо как можно раньше, что раннее начало и эффективные занятия зависят от квалификации инструктора, который с вами будет заниматься. Сегодня мы поговорим о том, как начинать. И остановимся на проблеме, когда квалифицированного инструктора рядом нет, и вам необходимо полагаться только на себя. Предполагаю, что материал сегодняшнего разговора будет одинаково полезен как тем, кто только получил спинальную травму или инсульт, так и тем, кто уже находится в позднем периоде заболевания. Итак, первое, на что надо обратить внимание, это на свое душевное равновесие. Страхи. Страх мнимый, страх ложный, то, что у вас внутри, то, что мешает заниматься в первую очередь. С одной стороны, страх – это чувство полезное, потому что страх поможет вам избежать повторных травм и поможет вам мобилизоваться для того, чтобы избежать тяжелых осложнений раз, для того, чтобы жить полноценной счастливой жизнью в дальнейшем два. И в этом плане чувство страха – чувство полезное. Если же страх сковывает вас и не дает заниматься, если вы боитесь неудачи и поэтому не приступаете к занятиям, то с этими страхами нужно как можно быстрее распрощаться. Итак, в раннем периоде повреждения, если речь идет о спинальной травме, чего мы должны опасаться в первую очередь? Мы должны беречь послеоперационную рану, для того, чтобы не было вторичного кровотечения. Эти риски, как правило, проходят в течение 2, максимум 3 недель. Дальше мы должны опасаться вторичного повреждения позвоночного столба. И в этом плане мнение оперирующего хирурга о том, насколько крепко синтезирован ваш позвоночник, оно будет определяющим. Люди после инсульта, им необходимо контролировать артериальное давление и избегать подъемов артериального давления выше рекомендованных цифр 140 мм ртутного столба, для того, чтобы не было риска повторного инсульта. Для спинальных пациентов отдельная тема – это профилактика пролежней раз и урологической инфекции 2, потому что эти две стороны спинальной жизни представляют из себя наибольший риск для жизни и здоровья людей после спинального повреждения. Нередко я слышу вопрос, как начать заниматься, если заниматься не с кем, если рядом нет лечебных учреждений, готовых взять на курацию, если нет рядом квалифицированных инструкторов, если родственники не готовы взяться за помощь вам при реабилитации. Да, действительно, это очень сложная ситуация. Но на что бы я хотел обратить ваше внимание? Для тех, кто еще не прочитал, советую к прочтению книгу Красова «Одолевший неподвижность». Это врач, то есть его книга написана довольно профессиональным языком, а в то же время довольно понятным для большинства пострадавших. И я бы хотел подчеркнуть особо тот факт, что Леониду Красову на момент начала реабилитационных мероприятий также было не с кем заниматься, что большую часть своих упражнений он разрабатывал сам, и что на этом пути он набил очень много шишек, но никогда не было такого, чтобы вокруг Леонида Красова не оказалось человека, готового ему помочь. Говоря кратко, надо обращаться за помощью, надо использовать те возможности, которые есть вокруг вас, надо быть доброжелательным и открытым миру, и наверняка появятся люди, готовые вам помочь. Если речь идет о том, что у вас нет доступа к реабилитационному центру, то отмечу, что самым простым реабилитационным тренажером является кусок пола, покрытый ковровым покрытием, и уже этого достаточно для того, чтобы начинать свои первые шаги в реабилитации. Поэтому отговариваться от того, чтобы начинать работать над собой тем, что заниматься не с кем или негде, совершенно не стоит. И среди спинальных пациентов широко распространена книга Владимира Александровича Качесова по основам реабилитации при спинальной травме.
И его рекомендация сразу переместиться на пол, чтобы и жить, и заниматься на полу, она, конечно же, не потеряла своей актуальности. Кто может определить, кто может дать разрешение на самостоятельные занятия? Если мы будем рассуждать теоретически, то в домашних условиях на этот вопрос вроде бы должен ответить терапевт или невролог, участковые врачи, которые есть по месту жительства. Конечно, вы должны себе представлять совершенно четко, что эти специалисты не могут помочь вам в том, чтобы определить, какие упражнения вы можете делать, какие нет, поскольку, как правило, не являются специалистами в реабилитации. Мы уже говорили о том, что допуск к занятиям должен дать оперирующий хирург. И здесь необходимо отметить, что уровень допуска, он может быть совершенно разный. Самый низкий уровень опорности позвоночника, при котором даже любое самое малейшее движение может нарушить его стабильность, он заставляет прописывать постельный режим. Если позвоночник стабилизирован после операции, то этому человеку можно как минимум поворачиваться в постели. Если крепость позвоночника стала еще выше, этого человека можно поднимать на ортостоле или даже ставить в коленоупор с положения лежа. Как правило, традиционно самым последним видом активизации, когда уже позвоночник либо крепко фиксирован, либо надежно сросся, является положение сидя и занятия, связанные с упражнениями в наклон. То есть это считается самая большая нагрузка на позвоночный столб, которую откладывают до последнего времени. И исходя из вот этих уровней компенсации крепости позвоночного столба, исходя из опорности позвоночника, мы должны планировать наши занятия лечебной физкультурой. Необходимо начинать с упражнений в положении лежа. Затем для вас открыты упражнения в положении на четвереньках. Затем вы сможете перейти в упражнения в положении сидя и заниматься своей дальнейшей активизацией. Для того, чтобы планировать реабилитационные мероприятия, я предлагаю своим подопечным правила концентрических кругов. Первое, что необходимо отвоевать у окружающего пространства, это свободу в пределах своей постели, своей кровати. То есть необходимо научиться поворачиваться и подниматься на локоть, необходимо научиться присаживаться. Следующим этапом мы отвоевываем пространство в пределах своей комнаты, своего жилого помещения. Для этого уже мы должны научиться либо пересаживаться в коляску, либо опускаться с кровати на пол, чтобы заниматься на полу, чтобы проводить дальнейшие занятия. Следующий круг – это если человек уже настолько окреп, что может преодолевать препятствия в пределах помещения, пороги при переходе из одной комнаты в другую, и это свобода в пределах квартиры, свобода в пределах своего жилища. И если человек окреп настолько, что может находиться в коляске продолжительное время, либо начал ходить, то можно вести уже речь об свободе в пределах не только помещения, но и о свободе перемещения в пространстве в более широком объеме. Сколько времени необходимо отводить на занятия? Это тоже вопрос, относится к теме «Как начинать?». И рассматривая этот вопрос, мы должны отметить, что в большинстве случаев люди, интенсивно тренирующиеся, превышают все мыслимые и немыслимые пределы для физической нагрузки. По-прежнему не могу поверить в то, что человек после спинального повреждения или инсульта способен плодотворно тренироваться 3, 4 или тем более 6 часов в день. На мой взгляд, если человек говорит о том, что он тренируется 6 часов в день, то не вполне понятно, чем именно он занимается. Потому что 6-часовая тренировка не входит даже в программу подготовки олимпийских атлетов. Думаю, что в ранние сроки после повреждения рационально исходить из переносимости физической работы,
и ограничиваться блоками по 15-20 минут, проводя их 2-3, если позволяет состояние, 4 раза в день. По мере роста тренированности мое предложение укрупнять тренировку, доводить ее до 40 минут и проводить ее 1 раз в день вместе с небольшой утренней разминкой и с небольшим дополнительным занятием в вечерние часы. Общий объем тренировочной нагрузки в пределах 1,5-2 часов в день будет вполне достаточен для того, чтобы устойчиво прогрессировать. Обязательно планировать занятия таким образом, чтобы нагрузка чередовалась, чтобы день ото дня выполнялась немножечко работа на разные мышечные группы, для того, чтобы организм успевал восстанавливаться. И необходимо хотя бы раз в неделю делать день со сниженной нагрузкой, для того, чтобы те мышцы, которые так и не успели восстановиться, все-таки получили необходимый отдых. Напоминаю еще раз, что мышцы и рефлекторные связи формируются не во время физической работы, а во время отдыха. Следующий момент. С каких упражнений необходимо начинать, что включать в свои тренировки? Думаю, что необходимо начать с дыхательных техник. И для того, чтобы этим заниматься, можно почитать литературу по ушу или йоге. Можно поделать форсированные вдохи и выдохи для того, чтобы увеличить функцию вентиляции. Можно поделать так называемое полное дыхание. Это вдох последовательно с подъемом грудной клетки, затем живота. Выдох в обратном порядке, когда мы выдыхаем животом, затем грудной клеткой. После дыхательных упражнений необходимо поделать упражнения для плечевого пояса. При освоении поворотов лежа наша задача запустить целую функциональную систему. При поворотах лежа должны быть задействованы мышцы как выше, так и ниже уровня поражения. Вначале мы должны освоить так называемый механический контур. То есть при поворотах лежа необходимо проследить за тем, чтобы тело свободно перекатывалось из одного положения в другое. Затем мы накладываем на механический контур маховые движения руками, которые нам помогают сделать это движение. И как только мы добились того, что за счет маха руками, за счет переката корпуса мы начали поворачиваться, необходимо начинать уменьшать степень, силу вот этой помощи за счет маха руками и переходить на движение за счет корпуса, за счет мышц живота и спины. То есть даже в процессе обучения поворотам лежа реабилитационные задачи будут меняться в соответствии с вашим прогрессом. Если мы ставим цель вертикализации, то для ее достижения необходимы следующие моменты. Необходимо, чтобы был объединен в единое целое грудной отдел позвоночника и грудная клетка и тазовый пояс. Необходима функция мышц спины. Далее, для того, чтобы тазобедренные суставы держали нагрузку, необходима функция антигравитационных мышц средней ягодичной мышцы. Для того, чтобы колени держали замок, необходим хоть какой-то тонус четырехглавых мышц. Даже если мы будем обучаться ходьбе в ортезах, в ортопедических аппаратах, где будут замкнуты коленные суставы, нам никуда не деться от спины, от ее стабильности. И именно стабильность спины мы должны наработать во время поворотов лежа. Итак, руки построены таким образом, что они образуют окружность. Округлая и спина. И в этом положении, начиная маховые движения руками, мы вначале делаем движение грудной клеткой, затем к этим движениям подключаем таз, затем стараемся вовлечь в эти движения собственные бедра. Когда эти движения получаются легко, мы можем усложнить технику
начиная при повороте подниматься на локоть. И вот у нас возникает уже новый уровень нашей физической свободы, вот у нас возникают новые возможности. В начале пути мы вовлекаем в движение корпус за счет махового движения рук, затем мы получаем возможность сделать поворот, просто потянувшись руками в сторону и вверх, с тем, что укладываемся в положение на животе. Вот на этом конкретном примере я бы хотел еще раз подчеркнуть ту простую мысль, что реабилитация не так прямолинейна, как иногда может показаться, что сам постулат о том, что надо быстрее вертикализировать человека, пока он не забыл, как он ходил до этого, ну, не представляется мне слишком убедительным. Ждем ваших комментариев, ваших вопросов по поводу услышанного материала. Мы, в свою очередь, с Андреем Стором готовим дальнейшие передачи по следующим темам. Это спастичность, это использование тренажеров и ортезов, это использование колясок и других средств передвижения, трости, ходунки и брусья, перспективы экзоскелетов и бионического управления, двигательная реабилитация особенностей с шейным уровнем травмы, ипо- и дельфинотерапия, другая экзотика, вопросы по поводу трицепса при шейном уровне травмы, вопросы по локальной тренировке замыкания колен, отвисания стопы, типичные ошибки, нужна ли повторная операция, реабилитационные центры, где найти деньги на проведение лечения. Эти вопросы мы планируем обсудить в наших следующих передачах. Ну а на сегодня я прощаюсь. Спасибо, что были с нами.